Утро началось совершенно обычно. За окнами висел густой серый туман, сквозь который едва пробивался холодный свет. На кухонных стеклах собирался конденсат, во дворе хлопали двери машин, а издалека доносился привычный шум просыпающегося города. Никто из нас еще не знал, что через несколько минут жизнь нашей семьи изменится. Телефон на столе коротко завибрировал. Папа написал в семейный чат: «Нашел щенка. Хотите, чтобы я привез его домой?» Почти сразу посыпались вопросы. Где он его нашел? Почему решил, что щенок бездомный? И самое главное, у нас уже есть собака, ты же знаешь. Вместо длинных объяснений папа прислал фотографию. На снимке рядом с большой спокойной собакой носился крошечный щенок. Он прыгал, кружился, пытался ухватить взрослого пса за хвост и выглядел так, будто весь парк принадлежал только ему. У малыша были огромные темные глаза, короткие лапки и растрепанная шерсть теплого песочного цвета. После этой фотографии обсуждение быстро потеряло всякий смысл. Оставить такого щенка одного никто уже не мог. В тот день папа отправился в парк на велосипеде. Он любил иногда гулять без цели, медленно идти по дорожкам, слушать шорох листьев и ненадолго забывать о городских делах. Старые клены уже пожелтели, под ногами хрустела листва, а на скамейках сидели пожилые люди с газетами. На одной из дорожек папа заметил мужчину с крупной собакой. Вокруг нее, словно маленький вихрь, крутился незнакомый щенок. Малыш подпрыгивал, падал, тут же вставал и снова бросался вперед. Он внимательно следил за каждым движением взрослой собаки, будто решил, что теперь она должна стать его семьей. Папа подошел ближе и спросил, чей это щенок. Мужчина пожал плечами. Он объяснил, что малыш внезапно выскочил из кустов и пристал к его собаке. Поблизости не было ни хозяина, ни ошейника, ни поводка. Мужчина несколько раз пытался прогнать щенка, опасаясь, что тот убежит на дорогу, но малыш неизменно возвращался. Казалось, он отчаянно искал того, за кем можно последовать. Папа присел и протянул руку. Щенок сразу подбежал, понюхал пальцы и ткнулся влажным носом в ладонь. В этот момент папа вспомнил нашу первую собаку, которая сейчас гостила у бабушки в деревне. Когда-то она тоже была крошечной, неуклюжей и доверчивой. Тогда дом наполнился лаем, топотом лап и совершенно новым теплом. «Он слишком маленький, чтобы оставить его здесь одного», — сказал папа. Решение было принято. Оставалось понять, как доставить щенка домой. Папа приехал на велосипеде, а переноски или корзины у него не было. Нести малыша одной рукой и управлять велосипедом другой было слишком опасно. Случайно услышав разговор, пожилая женщина предложила большой пластиковый пакет. В обычной ситуации такой способ перевозки показался бы странным, но выбирать не приходилось. Папа аккуратно посадил щенка внутрь, широко раскрыл верх, чтобы поступал воздух, и закрепил ручки на руле. Сам он решил ехать очень медленно, почти со скоростью пешехода. Сначала малыш беспокойно ворочался и пытался высунуть лапы. Однако через несколько минут убаюкивающий ритм движения сделал свое дело. Щенок свернулся клубочком и заснул. Папа то и дело останавливался, проверяя, все ли в порядке. Вид крошечного существа, доверчиво спящего в пакете на руле велосипеда, вызывал у прохожих удивление. Кто-то улыбался, кто-то останавливался и спрашивал, куда он везет малыша. По дороге молодой мужчина с рюкзаком предложил папе прочный бумажный пакет. Он был удобнее, держал форму и лучше пропускал воздух. Щенка осторожно пересадили. Малыш проснулся, высунул голову наружу и всю оставшуюся дорогу с любопытством смотрел по сторонам. Его уши дрожали от ветра, а глаза внимательно следили за машинами, деревьями и прохожими. В подъезде щенок заметно растерялся. Вместо запаха травы и мокрых листьев его окружили бетонные стены, шум лифта, шаги соседей и резкий звон домофона. Он прижался к краю пакета, но когда папа погладил его по голове, немного успокоился.
Мы встретили их у двери. Первые секунды малыш сидел неподвижно и настороженно смотрел на нас. Потом осторожно выбрался, понюхал коврик и сделал несколько неуверенных шагов по коридору. Через минуту страх исчез. Щенок уже обследовал обувь, заглядывал под шкаф и пытался стащить шнурок с ботинка. Наша взрослая собака несколько дней гостила у бабушки, поэтому у новичка было время привыкнуть к дому. Мама поставила перед ним миску с едой. Щенок набросился на нее с такой жадностью, словно не ел несколько суток. Он не поднимал головы, торопливо глотал и даже тихо поскуливал, опасаясь, что пищу могут отнять. После еды малыш уснул прямо на кухонном коврике. Через 2 дня мы отвезли его в ветеринарную клинику. Врач осмотрел щенка, проверил уши, глаза, лапы и сердце. Серьезных проблем не обнаружилось, хотя вес был немного меньше нормы. Там же выяснилось, что наш новый питомец – девочка. Поскольку мы нашли ее 9 числа, решили назвать малышку Ниной. Имя подошло ей сразу, словно она носила его с рождения. С каждым днем Нина становилась все смелее. У нее оказалось невероятное количество энергии. Она хватала нас за шнурки, царапала лапками обувь, носилась из комнаты в комнату и внезапно замирала, проверяя, последуем ли мы за ней. Если никто не обращал внимания, она начинала тихо поскуливать, словно напоминая «Я здесь, поиграйте со мной». При этом Нина была удивительно сообразительной. Через несколько дней она уже откликалась на имя, понимала команду «ко мне» и быстро догадалась, где находится ее миска. Однажды я бросил ей маленький мяч. Она помчалась за ним, схватила зубами и принесла прямо к моим ногам. Мы никогда не учили ее возвращать игрушки, но она словно сама поняла правила. Особенно сильно Нина любила еду. Стоило маме начать готовить, как малышка появлялась на кухне и ложилась рядом. Она могла долго сидеть совершенно неподвижно, внимательно наблюдая за каждым движением. Но стоило кому-то отвернуться, как ее терпение исчезало. Однажды мама поставила тарелку на низкий столик и отошла всего на несколько секунд. Нина тут же вскочила и набросилась на угощение. Когда мы заметили ее, половина еды уже исчезла. Малышка подняла голову, облизнулась и посмотрела на нас без малейшего раскаяния. Ветеринар посоветовал дополнительно кормить ее специальным козьим молоком для щенков. Нина пила его с таким удовольствием, что после каждой миски ее живот становился круглым, как маленький мячик. Не стоит думать, что скромные размеры делали ее безобидной. Однажды мы вернулись домой и обнаружили настоящий разгром. По полу были разбросаны бумажные салфетки, фруктовые очистки, игрушки и кусочки картона. В центре беспорядка сидела Нина и радостно грызла мяч. Увидев нас, она бросилась навстречу, виляя хвостом так сильно, что все ее тело ходило из стороны в сторону. С наступлением холодов мы купили ей красное пальто. Оно оказалось немного велико, поэтому во время ходьбы Нина смешно переваливалась, напоминая маленького пингвина. Однако ей самой наряд нравился. Стоило достать пальто, как она начинала прыгать возле двери, понимая, что скоро будет прогулка. Настал день возвращения нашей взрослой собаки. Мы решили познакомить их в подземном гараже на нейтральной территории. Мы знали, что старшая собака очень добрая и терпеливая, но все равно волновались. Увидев Нину, взрослая собака неожиданно спряталась за папу. Она явно не понимала, что делать с этим маленьким существом, которое кружилось вокруг нее, хватало за лапы и звонко лаяла. Нина же не испытывала никакого страха. Она бегала кругами, принюхивалась и всеми силами приглашала новую знакомую играть. Постепенно напряжение исчезло. Старшая собака осторожно коснулась Нины носом, затем сделала несколько шагов. Нина тут же помчалась следом. Через несколько минут они уже бегали по гаражу друг за другом. Очень быстро они стали настоящими сестрами. Нина старалась повторять все за старшей, ложилась рядом, подходила к миске одновременно с ней и на прогулке держалась возле ее хвоста. Взрослая собака словно взяла малышку под опеку.
Она терпеливо позволяла Нине кусать себя за уши, карабкаться на спину и отбирать игрушки. Иногда Нина становилась слишком настойчивой. Если старшая собака уставала и ложилась на пол, малышка пыталась заставить ее подняться. Она тянула ее за ошейник, рычала и махала лапами. Но взрослая собака только тяжело вздыхала и закрывала глаза. Тогда Нина устраивала настоящий спектакль, бегала вокруг, лаяла и возмущалась, будто мир совершил по отношению к ней ужасную несправедливость. Однажды на прогулке мы встретили 2 корги. Они оказались такими же энергичными, как Нина. Все 3 начали прыгать и кружиться, пока один из корги случайно не сбил малышку с ног. Нина перекатилась по земле и вдруг застыла. Ее прежняя смелость исчезла. Она жалобно посмотрела на меня, подбежала и прижалась к ногам. Я поднял ее на руки. Она тяжело дышала и прятала мордочку у меня на груди. Тогда я впервые понял, что за ее задиристостью скрывается все тот же хрупкий щенок, которого папа однажды вез домой в бумажном пакете. Первый снег стал для Нины настоящим чудом. Она долго смотрела на белую землю, затем осторожно коснулась ее лапой. Через секунду малышка уже носилась по двору, ловила снежинки и пыталась есть снег. Старшая собака бегала рядом, а на белой поверхности оставались цепочки перепутанных следов. Позже мы отвезли обеих собак к бабушке в деревню. Для Нины это место стало огромным неизведанным миром. Она кувыркалась в траве, забиралась на грядки, разбрасывала листья и пыталась выкопать что-то между овощами. Когда бабушка бросила ей несколько капустных листьев, Нина схватила их и унеслась, словно получила самый ценный подарок. К концу поездки обе собаки были покрыты грязью с головы до лап. Дома пришлось устроить большое купание. Вода в ванне быстро стала почти черной, зато после сушки они превратились в 2 пушистых и невероятно чистых красавиц. Разумеется, Нина долго оставаться аккуратной не собиралась. Пока я мыл пол, она вцепилась в швабру и решила, что это новая игрушка. Когда я попытался забрать ее, малышка зарычала и начала тянуть в другую сторону. Потом она схватила тряпку со стола и устроила еще одно перетягивание. Но по вечерам ее энергия наконец заканчивалась. Нина ложилась рядом, закрывала глаза и позволяла гладить щеки, уши и маленькие лапы. Иногда она засыпала так крепко, что не реагировала даже на шум. Во сне она причмокивала и перебирала лапками, словно продолжала бегать за мячом. Прошел год. Крошечный щенок, найденный в парке, заметно вырос. Нина набрала вес, ее шерсть стала густой и блестящей, а шаг уверенным. Она больше не боялась громких звуков и встречала гостей звонким лаем. Но любовь к еде, дивану и домашним шалостям осталась прежней. Со старшей собакой они были почти неразлучны. Они спали рядом, играли, облизывали друг другу мордочки и вместе ждали нас у двери. Иногда Нина прижималась к своей старшей сестре, а та заботливо вылизывала ей лоб. Глядя на них, мы часто вспоминали то туманное утро и сообщение папы. «Нашел щенка. Хотите, чтобы я привез его домой?» Тогда никто не мог представить, сколько радости принесет это спонтанное решение. Мы дали Нине еду, тепло и безопасный дом. Но она подарила нам гораздо больше. Утренний топот лап, шумные игры, следы на полу, смешные проделки и тихие вечера, когда она засыпала рядом. Иногда одно маленькое спасение меняет жизнь не только того, кого спасли. Оно меняет целую семью. Однажды папа привез домой крошечного щенка в бумажном пакете, а вместе с ним в наш дом вошло счастье, которое осталось с нами навсегда.